Не было печали. Купила баба орхидею. Этими словами начался цикл видео о ринхостилисе Гигантея Оранж, который появился в моей коллекции в феврале 2022 года в очень плохом состоянии, и выходить который мне предстояло. И привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Это видео третье по счету. Ссылки на два предыдущих видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Для тех, кто не любит длинные видео, для тех, кто вечно торопится, там же я оставлю тайм-коды или временные коды для быстрой навигации по видео. 9 дней назад я получила комментарий от Елены Федотовой. Она написала: «Почему-то недавно вспомнился ринхостилис и его печальная история. Любопытно, как сложилась его судьба. Надеюсь, что в ваших руках он живет и будет продолжение истории». Если вы не так давно на этом канале и не знаете, почему история жизни этого ринхостилиса настолько печальна, я напомню вам краткое содержание предыдущих выпусков. И как всегда, обо всем по порядку. В середине февраля этого года в моей коллекции появилась новая орхидея. Это моноподиальная орхидея трибы вандовых ринхостилис Гигантея Оранж. Орхидея была приобретена из частной коллекции, и уже по предложенным к продаже фотографиям было ясно, что условия содержания этой орхидеи и уход были далеки от идеальных. Еще в первом видео я сказала вам, что при детальном рассмотрении я совершенно не понимала, зачем и для чего я покупала орхидею в таком удручающем состоянии. Функциональных корней у орхидеи не было вовсе, а листовые пластины были поражены всеми возможными вредителями и инфекционными заболеваниями. С самых первых месяцев я приступила к нетрадиционному лечению этой орхидеи. В чем оно заключалось? Для лечения ринхостилиса я не использовала фунгициды, антибиотики, любые другие химически синтезированные препараты. Я использовала сок толстянки, крассулы или денежного дерева. Я делила лист толстянки напополам и с помощью кисточки, выдавливая сок, наносила его на листовые пластины и ствол орхидеи. Как часто можно это делать? Спрашиваете вы в комментариях. Это можно делать хоть каждый день, если вам позволяет количество толстянки. Если здоровье вашей орхидеи вызывает у вас хоть какое-то сомнение, любые реанимационные или восстановительные действия следует начинать с лечения соком толстянки. Нанесение сока толстянки с помощью кисточки в данном случае я выбрала потому, что на листьях орхидеи и на ее стволе очень много мелких повреждений и поражений. Мягкая кисточка проникает абсолютно везде и позволяет промазать даже самые мелкие и самые потаенные места. Помимо следов поражения обычными или традиционными вредителями, которые известны всем, на этой орхидее были обнаружены следы поражения нематодой. Лечение проводилось с помощью горячих ванночек, температура воды 45-50 градусов. Орхидея целиком и полностью погружалась в достаточно теплую воду. В дальнейшей части видео вы посмотрите, как это делается. Такое лечение принесло первые плоды в течение 2 месяцев нахождения этой орхидеи у меня дома, и я показала вам этот результат. За эти 2 месяца орхидея не только не погибла, она продолжила рост молодого листа.
В момент покупки я пометила границу размера листа шариковой ручкой, и затем, отрастая, мне было хорошо видно, как эта граница смещается. Вот, посмотрите, где она. Именно этот результат я показала вам в начале апреля этого года. В это время для полива я использовала водный настой листьев толстянки. Буквально 1-2 листа толстянки на стакан воды, и в этом настое я замачивала ринхостилис каждый день. Зачем это делать, спросите вы? Ведь функциональных корней у орхидеи нет. А я вам отвечу. В любом нежизнеспособном корне, а точнее в том корне, который выглядит совершенно старым, сухим и нежизнеспособным, может быть живым центральный или осевой стержень корня. Вот этот стержень и будет проводить воду. И я очень надеялась, что у ринхостилиса такой корень где-то есть. В последних числах апреля я сделала вот эту фотографию с 6-кратным увеличением. В чешуйках от листьев появилось нечто. Рано радоваться, подумала я, и оказалась права. Прошел месяц, а зачаток корня, ведь это был именно он, так ни во что и не развился. И тогда я решила помочь орхидее. Я разобрала всю конструкцию и с помощью пинцета сняла остатки листьев орхидеи. На ваших экранах то, что я получила в итоге. Все чистенько, гладенько, росту корня совершенно ничего не мешает, и я надеялась, что сейчас таки начнется активный корневой рост. Но не тут-то было. Ринхостилису такое вмешательство в его жизнь абсолютно не понравилось, и он затормозил все свои жизненные процессы. И несмотря на то, что данный период был идеальным для активного роста и развития и по длине светового дня, и по температурам, орхидея затормозила свое развитие на месяц. И не просто затормозила, налицо был явный регресс. Листья орхидеи стали стремительно терять тургор. В тот момент я себя чрезвычайно корила. Вот зачем я полезла с пинцетом к этим остаткам листьев. Время шло, май заканчивался, никаких изменений к лучшему не было. Орхидея практически полностью потеряла тургор листьев. И тогда я решила пойти ва-банк. Была не была. И сейчас внимание тех, кто боится воды как огня. Далее последуют шокирующие кадры нетрадиционных методов лечения орхидей с помощью лекарственных трав. А точнее будет сказать, настоев из лекарственных трав. Закрывайте глаза. Я приготовила 4 литра водного настоя из божьей травы или божьего дерева. Готовый настой процедила и без разбавления начала купать в нем орхидею. С головой, с корнями, всю целиком. И это было не 5-секундное окунание, это был долгий и кропотливый процесс. Я замачивала каждую часть орхидеи в воде долго. То есть орхидея находилась под водой не 1, не 2, а десятки минут. Настой должен был воздействовать на все самые глубокие места и пропитать все ткани орхидеи. Вот на этом кадре хорошо виден зачаток нового корня и прежние сухие и безжизненные корни. Почему я показываю эти кадры? Ведь я могла пощадить ранимое сердце тех, кто боится воды.
Потому что, признаюсь, я устала отвечать на комментарии о воде в пазухах листьев, в центре розетки, о промоканиях, о турундах. Нет, друзья, я не боюсь воды. Я не промокаю пазухи листьев и центр розетки. Я буквально купаю, замачиваю орхидеи полностью в воде. Вода для орхидей не страшна. Еще раз проговорю, страшен недостаток знаний. Страшны неправильные условия содержания, невыверенный уход. Вода здесь абсолютно ни при чем. Для того, чтобы вы поняли это, я показываю вам каждое отдельно взятое растение в динамике. Я показываю вам орхидеи с момента их приобретения и до сегодняшнего дня. Я показываю вам манипуляции, которые провожу с ними, и результат, который я получаю. И это не голословные утверждения с началом какого-то эксперимента и без его завершения. Нет, вы видите все стадии от и до. И сейчас очень хорошо видно, как вырос лист. Посмотрите, где метка. В общей сложности за 4 месяца лист вырос на 5 сантиметров. Отчетливый результат был виден уже через 2 недели после обработки. Процесс роста корня начался. Каждый день я опускала кончик корня в воду, давая ему напиться, и снова поднимала для того, чтобы он просох. Еще через несколько дней было очевидно, что корень продолжает расти. И на этом этапе очень важно начать процесс формирования правильного виломена на корне ринхостилиса. Если вы не смотрели видео о секретах корня орхидеи, то вы наверняка не знаете, что слоев виломена на корне моноподиальной орхидеи может быть много, а может быть мало. За 20 дней использования настоя божьего дерева или божьей травы я отрастила ринхостилису вот такой корень. Как отрастить моноподиальные орхидеи здоровые и функциональные корни? Для этого корень должен подвергаться максимальному количеству увлажнений и просушек. То есть каждый день, несколько раз в день я опускаю этот корень в воду, а затем даю ему просохнуть. Напоминаю тем, кто знает, и рассказываю тем, кто не знает. В начале процесса формирования корня он покрыт водоотталкивающим материалом – суберином. И лишь по прохождению времени суберин замещается виломеном. Этот процесс очень хорошо отслеживается на этом кадре. Посмотрите на ту часть корня, которая прилегает к стволу орхидеи. Она имеет темно-зеленый цвет с белыми крапинками. Вот на этой части корня виломен уже вызрел. А та часть корня, которая близко к апикальному кончику, то есть к растущему кончику, еще покрыта суберином. Корень, покрытый суберином, всегда выглядит более толстым. Когда суберин замещается виломеном, корень становится тоньше. На данном этапе полив ринхостилиса производится только с помощью настоя лекарственной травы. А теперь давайте подведем итог и посмотрим на результат 5-месячного содержания ринхостилиса в моих домашних условиях. На данный момент у орхидеи 5 листьев, молодой лист вырос и достиг своего максимального размера. Тургор листьев по-прежнему нельзя назвать идеальным, но появление нового корня дает нам надежду на это. 5 месяцев практически каждодневных трудов. И вот такой результат, который нельзя назвать существенным или явным. И, пожалуй, многие давно бы отправили это растение в мусорное ведро. Но мы не ищем легких путей.
И в завершении видео я уже с большой долей уверенности могу сказать вам, что продолжение следует. В завершающем кадре вы увидите еще одну орхидею, на которой использовался экспериментальный настой божьей травы или божьего дерева. Об этой орхидее я расскажу вам в одном из следующих видео, в нем же я познакомлю вас с рецептом настоя этой травы. Ну а пока я напомню вам, что 15 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.